Учение Кришны, как и любое другое учение от Бога, можно разделить на три основных составляющих. Онтологическую, этическую и психоэнергетическую, то есть касающуюся развития человека в рамках раджа и буддхи-йоги. Это соответствует трем компонентам духовного развития человека: интеллектуальному, этическому и психоэнергетическому. И вот теперь рассмотрим каждый из этих трех компонентов по отдельности. Начнем с онтологического аспекта учения Кришны. В онтологическом ракурсе Бхагавад-гита дает полные ответы на главные вопросы философии. Что такое Бог? Что такое человек? В чем смысл жизни человека на земле? Ну и как надо жить? Бог в Бхагавад-гите рассматривается в следующих аспектах. Ишвара – Творец, Абсолют, Брахман и Аватар. Ишвару также на других языках называют Отцом Небесным, Богом Отцом, Иеговой, Аллахом, Дао, изначальным сознанием. В давней истории славяне называли его Сварогом, ну и так далее. Он также есть высший учитель и цель для каждого из нас. Второй аспект Бога – это абсолют, то есть все. Творец единосущный со своим многомерным творением. Эволюция абсолюта идет циклами. Иначе их еще называют вселенскими пульсациями. Их называют манвантарами. Манвантара состоит из кальпы или дня Брахмана и пралайи, то есть ночи Брахмана. Каждая кальпа начинается с сотворения мира и заканчивается концом света. Смысл такой цикличности в том, чтобы создавать все новые условия для продолжения вселенской эволюции вселенского сознания или абсолюта. Третий аспект Бога – это Брахман, или, что то же самое, Святой Дух. Это совокупное название всех божественных индивидуальностей, исходящих из обители Творца с целью, прежде всего, помощи воплощенным людям. Существует еще одно проявление Бога на земле – это аватар, или, что то же самое, Мессия Христос.
То есть слитый сознанием с Творцом, воплощенный в человеческое тело человек-бог. И он со своего божественного уровня тоже помогает людям найти путь к Творцу. Кришна, подаривший нам Бхагавад-гиту, Иисус, Бабаджи, Сатья-Саи и многие другие в истории нашей планеты. Вот конкретные примеры аватаров. Человек не является телом. Тело – это только временный материальный носитель самого человека. Человек же есть сознание, душа, осознающая себя энергия. Величина сгустка сознания, величина души у разных людей может быть очень различной. От миниатюрных зачаточных, так сказать, размеров до колоссальных космических. Это зависит от двух факторов. От психогенетического возраста, то есть возраста души, и от интенсивности усилий, совершаемых конкретным человеком на духовном пути. О соответствии тела человека и самого человека Кришна говорит так: «Преходящие лишь тела воплощаемого, но сам он вечен, неразрушим». Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые. Человек является последним этапом в эволюционном ряду развития воплощаемой пуруши, то есть растение, животное, человек, Бог. Последним этапом, то есть перед божественностью, перед слиянием с Творцом. Задача человека – это стремление к обретению божественного совершенства. И на этом пути человек проходит определенные стадии, ступеней. Одна из них – это описание эволюции по гунам, эволюции индивидуального сознания. То есть существует 3 гуны. Первое – это тамас, темнота, невежество, тупость, грубость. Вторая – раджас, страстность, активность, интенсивный поиск своего места в жизни, борьба за свои идеалы и так далее. Третье – саттва, то есть чистота, гармония. Но надо идти, говорил Кришна, еще дальше, за пределы всех гун, за пределы саттвы, к слиянию с Творцом. А это требует новых усилий, новой борьбы с собой.
Об этом важно помнить, ибо саттва может оказаться ловушкой. Она пленит именно блаженством, которое обретает на этой ступени человек. Она расслабляет, предлагает отказаться от дальнейших усилий. Она гарантирует рай. Но надо продвигаться дальше. Ведь для того, чтобы стать брахманом, постигнув нирвану в брахмане, а затем слиться и с Ишварой, требуется сделать еще очень много. Нельзя миновать также и Гуну Раджас, ибо именно в ней человек осваивает такие качества, как энергичность, собранность, устремленность, сила души, сила сознания. Вторая схема эволюционного продвижения человека, приводимая Кришной, это шкала Варн. Подчеркнуть, что эти две и многие другие шкалы психотипизации хорошо взаимодополняют друг друга. Их именно комплексное использование в приложении к себе или к любому другому человеку дает более полную картину. По шкале Варн, находящийся на первой ступени человек, называется шудрой. Он еще слишком молод в своем психогенезе, еще слишком мало умеет. И его задача сейчас – это учиться у более взрослых в эволюционном отношении людей, помогая им. Вторая ступень Вайшьи – это успешные торговцы, ремесленники, земледельцы. Пребывание в данной варне подразумевает наличие уже достаточно развитого интеллекта. Достаточно развитого, чтобы начать творческую, предпринимательскую деятельность. Ведь чтобы вести самостоятельное дело, требуется уже достаточно развитый интеллект. И именно через указанную деятельность представители данной варны совершенствуют себя. Следующая варна – это кшатрии. Это люди, которые поднялись еще выше в своем интеллектуальном развитии и в своей энергичности. Это уже руководители, обладающие соответствующим размахом ума. Ну, я имею в виду, конечно, хороших руководителей. И также они должны обладать уже достаточной личной силой. То есть силой души, силой сознания. Кстати, готовить себя к этой ступени духовного развития, развивая в себе личную силу и энергичность, можно уже начиная с ранней молодости. Этому будут способствовать физический труд, подвижные виды спорта, энергичные молодежные танцы под ритмичную музыку. Если все это делать, избегая грубых эмоциональных состояний, помня о Боге и
о необходимости соблюдения известных этических норм пред лицом Бога, то создается таким образом важный задел для плодотворного духовного совершенствования, время которому придет уже в зрелые годы. Тогда уже нужно будет отказаться и от соревновательности, и от страстности, и напротив должны будут прийти гармония, нежность, покой, ласковость, мудрость. И это пусть зиждется на фундаменте именно большой личной силы, то есть энергетической мощи сознания и интеллекта. И, наконец, высшая варна – это брахманы, то есть именно духовные лидеры. Брахман, кстати, это есть единое санскритское слово, которое на русский язык стали переводить иногда совершенно неадекватно разными санскритоподобными словами. Так появились слова брамин, брахма, брахмо, брахма. Но по этому пути идти не следует, ведь в санскрите существует одно лишь единое слово, обозначающее как брахмана, брахманическое сознание, так и человека, постигшего брахмана и, соответственно, взошедшего на эту ступень развития. В Индии и в ряде других стран исторически сложилось так, что варновая принадлежность стала передаваться по наследству. Поэтому, разумеется, далеко не все люди, относящие себя к высшей варне, действительно имеют высокие духовные достижения. И вот теперь я приведу слова Кришны о том, как для самого себя выбрать адекватные методы работы над собой. То есть те, которые соответствуют реально существующей стадии психогенеза и онтогенеза тоже. Кришна говорил: «Устреми свои мысли на меня, погрузи себя как сознание в меня, воистину будешь ты жить тогда во мне». Но если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твердо во мне, пытайся достигнуть меня упражнениями йоги. Если же ты не способен и на постоянные упражнения, то сосредоточься на служении мне, исполняя лишь те действия, которые потребны мне. И тогда ты достигнешь совершенства. Если же ты не способен и на это, то направься к слиянию со мной, отрекаясь от личной выгоды в своей деятельности.
обуздывая себя таким образом. Служащая эволюции деятельность, лишенная эгоистического компонента, то есть, иначе говоря, духовное служение, это и есть карма-йога. Еще очень важно указать на то, какое значение придавал Кришна интеллектуальному совершенствованию людей на духовном пути. Это представляет особую актуальность в связи с тем, что существует ряд религиозных сект, отрицающих важность интеллектуального развития, вплоть до пропаганды отказа от обычного школьного образования для детей. А Кришна возвеличивал мудрость. Он говорил: «Всех превосходит уравновешенный и безраздельно преданный мне мудрец. Воистину я дорог прежде всего для мудрого, и он дорог мне». Изучение Вед, совершение актов жертвенности, аскетических подвигов и добрых дел – это все дает плоды этих заслуг. Но над всем этим поднимается йог, владеющий истинным знанием. Он достигает высочайшей обители. Кого же можно назвать мудрым? Того, кто имеет широкий набор знаний обо всем самом главном, о Боге, о человеке, о пути человека к Богу. Это основа, фундамент мудрости, но еще не мудрость. Это просто наполненность знаниями, эрудированность. Мудрость же – это плюс к тому еще и способность оперировать имеющимися знаниями, то есть способность творить интеллектуально. Как все это развить в себе? Самый первый и простой способ – это учеба в обычных учебных заведениях, школах, училищах, институтах, университетах. Это тренирует, развивает мыслительную активность. Плюс овладение как можно большим числом навыков, специальностей, общение с разными людьми, с Богом и еще очень многое другое. Очень важно полноценно пройти стадию грехастхи, то есть дома хозяина. Именно в служении другим людям, в заботе о них. Сначала в рамках обычной семьи, затем семьи своих духовных учеников формируется в человеке мудрость. А глупых Творец не впускает в себя. Они ему просто не нужны. Этика включает в себя 3 компонента. Первое – это отношение человека к другим людям,
к другим живым существам, к природе. Второе – отношение к Богу. И третье – это отношение к своему духовному пути, к своему духовному продвижению. И приведем теперь высказывание Кришны по каждому из этих трех разделов этического учения. Кришна предлагает рассматривать все существующее во Вселенной как проявление Бога в аспекте Абсолюта. Любовь к Богу, соответственно, это есть в том числе любовь к творению. Ибо творение рассматривается как неотъемлемая часть Бога в аспекте Абсолюта. Кришна говорил: «Я и вкус воды, и блеск луны, и свет солнца, и пранава, и вселенское знание, и космический глаз, и человечность в людях. Я чистый запах земли и тепло огня. Я жизнь всего сущего и подвиг подвижников. Я сознание всех развивших сознание. Я великолепие всего прекрасного. Я сила сильного, которого оставили привязанности и сексуальная страсть. Я же сексуальная сила, не противоречащая Дхарме во всех существах. Знай, что и саттва, и раджас, и тамас от меня исходят. Но пойми, что не я в них, а они во мне. Тот, кто не причиняет страдания людям, тот дорог мне. Сострадание к живым существам имеет тот, кто обладает божественной природой. Речь, не вызывающая неудовольствия, приятная. Таков аскетизм речи. Ко всем дружелюбие. Таков аскетизм ума. Тот имеет развитое сознание и продвинулся духовно, кто благожелателен к друзьям и врагам, равнодушным, посторонним, завистникам, родным, благочестивым и порочным. Теперь об отношении к Творцу. Лишь любви дано созерцать меня в моей сокровенной сути и слиться со мной.
Непоколебимая чистая любовь ко мне – это признано истинным. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал, все это делай, как приношение мне. Стремящийся к единению со мной, постигающий с решительностью атман, посвятивший мне разум и сознание, тот, любящий меня ученик, дорог мне. Все, для которых я высочайшая цель, дороги мне превыше всего. Бог предлагает нам рассматривать свою жизнь как возможность приблизиться к совершенству через непрестанные усилия по преображению себя, а также через активную, созидательную любовь служения Богу, которая проявляется в служении людям. И вот что об этом говорил Кришна. Тот, кто не испытывает вражды ни к какому существу, кто настроен дружелюбно и сострадательно, уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающий, всегда удовлетворенный, тот, любящий меня ученик, дорог мне. Тот, кто не причиняет страданий людям, кто свободен от тревог, восторгов, гнева и страха, тот дорог мне. Тот, кто может еще здесь, на земле, до своего освобождения от тела противостоять силе земных влечений и гневу, тот достиг гармонии, тот счастливый человек. Трояки врата этого ада, где гибнет человек. Сексуальная страсть, гнев и жадность. Поэтому человек должен отказаться от этих трех. Освободившийся от этих трех врат мрака творит собственное благо и достигает высочайшей цели. Возбужденный, вожделеющий плоды своей деятельности, жадный, завистливый, себялюбивый, нечестный, подверженный ликованию и горю, такой деятель именуется раджастичным.
надменный, грубый, злобный, упрямый, мрачный. Такой деятель именуется томастичным. Кстати, сексуальность, как и все другие свойства человека, можно дифференцировать по гунам. То есть представителям каждой гуны свойственна характерная для этой гуны сексуальность. Знание об этом есть повод для самоанализа и совершенствования, ну и также для оценки других людей. Достойно поощрения только саттвичная сексуальность. О саттвичности в тексте Бхагавад-гиты сказано много. Это гармоничность, владение покоем ума, утонченность сознания, способность управлять своими эмоциями с отказом от грубых эмоциональных проявлений, привычка жить в тончайших состояниях, в радостной любви, исключение эгоцентризма и соответственной насильственности. В методологическом отношении важно подчеркнуть, что саттвичность возможна только при исключении из питания мясных и рыбных продуктов. И саттвичность может быть прочной только у тех людей, которые прошли в своем развитии стадию кшатризма. И в том числе обладают достаточно прочными знаниями. Свободный от земных привязанностей дорог мне. Бесстрастное отношение к земным объектам, отсутствие земных привязанностей – это признано истинным. Но если возвращаться в уме к земным объектам, то поневоле возрождается привязанность к ним. От привязанности рождается желание всецело обладать ими, а от невозможности удовлетворить такие желания возникает гнев. Щедрость, отсутствие жадности, кто обладает божественной природой, эти качества соединяет в себе. Свободный от привязанности к действию, такой деятель называется саттвичным. Тот, кто свободен сознанием и вездесущ, кто постиг атман, кто умер для земных желаний, тот достигает путем отречения высшего совершенства и свободы от всяких пут своей судьбы.
кто без земных привязанностей и эгоизма, уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающий, кто не требует ничего от других, тот дорог мне. Смирение, простота, отсутствие эгоизма – это признано истинным. Высокомерие, гордость принадлежат тому, кто обладает демоническими качествами, равный к другу и недругу, одинаковые в славе и бесчестии, в тепле и холоде, среди радости и скорби, свободный от земных привязанностей, одинаково встречающий похвалы и упреки, немногословный, вполне довольный всем, что случается, не привязанный к дому, твердый в решениях, полный любви, такой человек дорог мне. Отмечу, что проблема борьбы с сложными привязанностями и также с эгоизмом и эгоцентризмом радикально решается через формирование верной духовной направленности, это во-первых, то есть всецельной устремленности к Творцу. Во-вторых, через овладение своими индриями. И, в-третьих, через прямое устранение своего низшего «я» в ниродхи, через медитацию тотальная рецепрокальность. Если эта медитация осуществляется в Святом Духе, возникает состояние нирваны в Брахмане. Если в ионе Творца происходит слияние с Творцом. Работа с индриями является компонентом психоэнергетического направления работы и, возможно, только для тех, кто освоили в рамках раджа-йоги приемы перевода сознания из чакры в чакру. Развили все дантьяны, а затем на ступени будхи-йоги довели до совершенства оба пузыря восприятия. Твердый в решениях, полный любви, дорог мне. Соприкосновение с материей бросает в холод и жар, доставляет наслаждение и страдания. Эти ощущения приходящие, они налетают и исчезают. Выноси их мужественно. Тот, кого они не мучают, кто также уравновешен и стоек в радости и горе,
тот способен достичь бессмертия. Выше всяких внешних жертв жертва мудростью. Все деяния достигают совершенства у мудрого. Обрети же мудрость через преданность, пытливость и служение. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя в это. В мире нет лучшего очистителя, чем мудрость. Через нее искусный в йоге в свое время находит просветление в атмане. Исполненный веры обретает мудрость. Обретает ее также владеющие правлением индриями. Достигнув же мудрости, они быстро приходят в высшие миры. Одной лишь любви доступно такое созерцание. Лишь любви дано созерцать меня в моей сокровенной сути и слиться со мной. Кто служит мне с непоколебимой любовью, тот, поднявшись над 3 гунами, достоин стать брахманом. Нирвану в брахмане получают риши, то есть мудрецы, которые посвятили себя благу всех. Вот начнем с подготовки тела. Специальных техник для этого Кришна не оставил, но дал общие указания. Знай, что совершающие жестокие аскетические подвиги ради самолюбования и с гордостью, неразумные терзающие элементы, из которых состоят их тела, знай, что их решения демонические. Чистота, воздержанность и невреждение телу – таков аскетизм тела. Воистину, йога не для тех, кто слишком много едят или вовсе не едят, не для тех, кто слишком много спят или бодрствуют. Йога уничтожает всякое страдание у того, кто установил умеренность в еде, отдыхе, работе, а также в чередовании сна и бодрствования. Пища, от которой возрастают долголетие, сила, здоровье, жизнерадостность и ясность настроения, сочная, маслянистая, питательная, вкусная, та пища дорога сатвичным. Вот что говорил Кришна о подготовительных упражнениях с энергетикой тела. Ведь сразу приступить к работе с атманом невозможно. И этому должны предшествовать подготовительные тренировки.
И вот Кришна об этом подготовительном этапе сказал кратко. Если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твердо на мне, пытайся достигнуть меня упражнениями йоги. То есть здесь речь идет о использовании методов раджа-йоги, которые детально описаны в нашей книге «Экопсихология». Об этом в Гите говорится так. Арджуна сказал, обращаясь к Кришне, для этой йоги, которая достигается внутренним равновесием, я не вижу в себе прочного фундамента из-за беспокойности ума. Ибо ум воистину беспокоен, о Кришна. Он бурный, упорный, трудно сдерживаемый. Мне думается, что его так же трудно обуздать, как трудно сдержать ветер. Кришна сказал, без сомнения, ум беспокоен, и его трудно обуздать. Но его можно покорить постоянным упражнением и бесстрастием. Йога трудно достигается человеком, который не постиг свой атман. Но кто постиг атман, тот идет к йоге, заглавной буквы, то есть к конечной цели, к слиянию с Ишварой. Тот идет к йоге верным путем, так полагаю я. Вот отмечу, что в эзотерической практике контроль ума над умом легко разрешается методами раджа-йоги и затем будхи-йоги. Для этого достаточно лишь научиться концентрации сознания в чакре анахати. Ну а потом в рамках будхи-йоги уже нужно просто быть огромным духовным сердцем за пределами тела. И тогда уже вот эта самая беспокойность ума, о которой говорил Арджуна, она просто не может быть. Но при этом надо знать, что такой адепт ни в коей мере не теряет свои интеллектуальные способности, наоборот, они становятся лучше. Он в таких условиях, при условии таких духовных достижений, он может гораздо более объективно смотреть на те ситуации, в которых оказывается. Поэтому его решения, его действия более правильны, более точны. Главная суть человека есть атман. Постигший атман обретает полный мир, ибо он находит прибежище в божественном сознании. Когда его тело оказывается в холоде, в жаре, в ситуациях счастья и скорби, в чести и бесчестии. Пусть йог постоянно концентрируется в атмане. Когда его очищенное мышление, свободное от всех вожделений, сосредоточено лишь в атмане, тогда о нем говорят, он в гармонии. Тот, кто познал себя как сознание, кто
отождествился с атманом, кто уповает только на Всевышнего, кто находит прибежище только в нем, тот идет к освобождению, очищенный спасительной мудростью. Верно устремленные йоги познают не только душу, но и атман в себе. Но неразумные не находят атман. Когда, подобно черепахе, втягивающей в себя свои ноги и голову, йог отрывает свои индрии от земных объектов, тогда он достиг истинного понимания. Наблюдающий, поддерживающий, все принимающий, Всевышний Владыка, а также Божественный Атман, так именуется в этом теле высочайший дух. Тот, кто видит, что все действия совершаются лишь в пракрити, атман же остается бездействующим, тот воистину видит. Вечный и не связанный пракрити, божественный атман, хотя и пребывает в телах, но не действует и не подвергается воздействию. Как вездесущая пустота не смешивается ни с чем по причине своей тонкости, так и атман, пребывающий в телах, не смешивается ни с чем. Как искать атман? Основную концепцию этого поиска Кришна описывает так. Я – источник всего. Все развивается от меня. Поняв это, мудрые почитают меня в глубоком восторге. Устремив свои мысли ко мне, предав свои жизни мне, просвещая друг друга, постоянно беседуя обо мне, они довольны и радостны. Им, всегда преисполненным любовью, я дарую будхи-йогу, посредством которой они достигают меня. В связи со сказанным необходимо подчеркнуть значимость работы по развитию духовного сердца, без чего высокие духовные достижения вообще невозможны. Ведь именно внутри развитого духовного сердца подвижник может найти свой атман, а затем познать и парам атман, то есть Ишвару, Творца. Кришна об этом говорил так. Я атман, что пребывает в сердцах всех существ. Я пребываю в сердцах всех. Ишвара пребывает в сердцах всех существ. С тем, как именно совершается раскрытие и затем развитие духовного сердца, можно познакомиться практически во всех наших книгах и фильмах. Кришна говорил:
откроет себе то, что должно быть познано, что, будучи познанным, приводит к бессмертию. То безначальный, высочайший Брахман, находящийся за пределами бытия и небытия существ. Всюду имея руки и ноги, глаза, губы и уста, всеведущий, он пребывает в мире, обнимая все. Обладающий всеми ощущениями, не имея при этом органов чувств, не связанный ни с чем и поддерживающий все. Свободный от 3 гун и пользующийся гунами. Вне и внутри всех существ, пребывающий в покое и все же действующий, неуловимый по своей тонкости, всегда близкий и все же в невыразимой дали, таков неприходящий он. Неразделенный среди существ и все же пребывающий порознь в каждом, он познается как помощник всех. Он обнимает собою всех и направляет в развитии. О нем, о свете всего светлого, говорится, что он пребывает вне пределов тьмы. Он – мудрость, цель всякой мудрости, мудростью постигаемая, пребывающая в сердцах всех. И тот, кто служит мне с непоколебимой любовью, тот, поднявшись над 3 гунами, достоин стать брахманом. Как достигающий совершенства приходит к брахману, к величайшему состоянию мудрости. О том узнай от меня в кратких словах. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется не от внешнего, кто озаряется любовью изнутри, тот йог способен постичь сущность Брахмана и нирвану в Брахмане. Нирвану в Брахмане получают те риши, которые очистились от пороков, освободились от двойственности, познали Атман и посвятили себя благу всех. Освободившиеся от земных влечений и гнева, занятые духовным подвижничеством, обуздавшие мысли, познавшие Атман, те обретают нирвану в Брахмане. Высшее счастье ожидает йога, когда он стал безгрешен и подобен Брахману. Кто привел себя в гармонию и сбросил пороки, тот йог легко испытывает беспредельное блаженство от соприкосновения с Брахманом. С полностью очищенным сознанием, победивший себя стойкостью, отрешившийся от внешнего, сбросивший с себя страсть и вражду,
укромно живущий и воздержанный, покоривший свою речь, свои тело и ум, постоянно пребывающий в медитации и бесстрастии, откинувший эгоизм, насильственность, надменность, половую страсть, гнев, жадность, исполненный веры и бескорыстия. Такой человек достоин стать брахманом. С успокоенным ясным сознанием, постигший брахмана и утвердившийся в брахмане, не ликует, получая приятное, и не скорбит, получая неприятное. Тот, кто не привязан к удовлетворению своих чувств внешним и находит отраду в атмане, тот, достигнув единения с брахманом, вкушает неприходящее блаженство. Достигнув вечности слияния с брахманом, он исполняется высочайшей любви ко мне. Кришна говорил: победивший свои индрии, отказавшийся от влечений и неприязни, предавший себя атману, обретает внутреннюю чистоту. По достижении этой чистоты наступает конец всем страданиям. У обретшего ее очень скоро укрепляется сознание. Но это достижение, говорил Кришна, можно и потерять. У человека, уступающего напору страстей, уносится разум, подобно тому, как ладью уносит бурей. От гнева происходит полное искажение восприятия. От искажения восприятия потеря памяти о своих прошлых достижениях. От потери памяти потеря энергии сознания. Теряя энергию сознания, человек деградирует. Я – источник всего. Все развивается от меня. Поняв это, мудрые почитают меня в глубоком восторге. Оживотворив всю Вселенную частицей из себя, я остаюсь. Нет границ моей божественной силе. Высочайший и вечный мой образ раскрывается лишь в йоге, лишь в слиянии с атманом. Нет ничего превыше меня. Я превыше разрушимого и даже неразрушимого. Мною в моем непроявленном виде проникнут весь этот мир. Все существа имеют корни во мне.
Кто знает все о вечном всеведущем владыке мира, о том, кто тоньше тончайшего, основе всего, невообразимом по облику, сияющем подобно солнцу за мраком. Кто постоянно думает обо мне, не мысля ни о чем другом, тот уравновешенный йог легко достигает меня. Брахман, бессмертный и нетленный, на мне основан. Я – основа извечной Дхармы и обитель конечного счастья. Выражаю выполнением своего долга поклонения тому, от кого происходят все существа и кем все пронизано. Человек достигает совершенства. Любовью он познает меня в моей сути. Кто я есть и каков поистине. Познав меня таким образом в самой моей сути, он погружается в мое бытие. Всегда думай обо мне. Люби меня. Жертвуй собою ради меня. Только на меня уповай, и ты придешь ко мне. Йог, слившийся с атманом и контролирующий свой ум, приходит к высшей нирване, где он пребывает во мне. В конце многих рождений, исполненный мудрости, приходит ко мне. Васудева есть все, говорит достигший редких качеств Махатмы. То знание, которое видит единое, неуничтожимое существо во всех существах, неразделенное в отдельном, знай, что такое знание саттвично. Арджуна увидел всю Вселенную, разделенную на многие миры, но объединенную воедино в теле высшего божества. Кто всюду видит меня и во мне видит все, того я никогда не покину, и он никогда не покинет меня. Кто, утвердившись в таком единении, почитает меня, пребывающего во всем, тот йог живет во мне, каким бы ни был род его занятий. Именно слияние с Брахманом, Творцом и Абсолютом достигается через медитативные приемы перевода себя как сознание в состояние «не я» за счет медитации тотальной рецепрокальности. При этом совершается не только ментальная, но и медитативная замена эгоцентризма на богоцентризм. И вектор внимания при этом направляется от Творца к творению.
И вот последние цитаты из Бхагавад-гиты. Земля, вода, огонь, воздух, акаша, ум и сознание, а также индивидуальное «я» – это все есть то, что существует в мире моей пракрити. Всего 8. Такова моя низшая природа. Познай мою иную природу, высшую, которая есть элемент жизни, посредством которой держится мир. Она есть лона всего сущего. Я есть источник проявленной Вселенной, и во мне исчезает она. И вот конечной целью каждого из нас является слияние с Ним. И имеет смысл полностью посвятить этому своей жизни.